Археологи постоянно совершают новые открытия в стране древних пирамид или подтверждают свои предыдущие гипотезы. Кто был похоронен в только что раскопанной гробнице долине царей, что скрывает тайная комната в пирамиде Хеопса и что необычного за последнее время археологи нашли в Египте. С вами канал FactOps, и в этом выпуске я покажу вам находку, которая испугала даже ученых, а также другие находки в Египте, от которых археологи пришли в ужас. Погнали! Бараньи головы. Весной этого года группа археологов обнаружила 2000 мумифицированных бараньих голов в Сахаге. Рядом с рядами бараньих голов лежали и мумии собак, коз, коров, оленей и даже один страус, тоже мумия. Но что все это значит? Скорее всего, животных принесли в жертву в честь Рамсеса II, через 1000 лет после смерти фараонов. Находки проливают свет на то, какой была жизнь в Абидосе, и показывают, насколько важен был для египтян этот храм. Если даже здесь совершались столь масштабные ритуалы, ученые из археологического института под руководством Юлии Грески ведут раскопки совсем в другой части Египта, в Аварисе, на севере страны, в дельте Нила, неподалеку от побережья Средиземного моря. Но их ждали леденящая кровь находки, 12 отрубленных человеческих рук. Странности в этой истории добавляет тот факт, что все найденные руки правые. В древности они были выложены на всеобщее обозрение. Перед входом в тронный зал дворца явно должны были произвести впечатление на каждого, кто туда входит. По костям ученые определили, что руки принадлежали взрослым людям, скорее всего мужчинам от 14 до 60 лет. На них нет ни следов возрастных изменений или болезней. Аварис в те времена был столицей гиксосов, загадочного народа или народов, захвативших большую часть Египта. Скорее всего, отрубленные руки – часть какой-то жуткой церемонии. По одной из гипотез, это руки поверженных врагов. Историки видели изображение подобного ритуала в Древнем Египте, но реальные свидетельства найдены впервые. Принцесса. В долине царей в Луксоре археологи обнаружили неизвестную до сих пор гробницу 18-й династии фараонов, а это 3500 лет назад. И это делает находку интригующей и многообещающей. Именно к 18-й династии принадлежали фараоны Тутанхамон и Эхнатон, а Египет достиг своего расцвета. Кто был похоронен в только что раскопанной гробнице долине царей? Разумеется, царственная особа, скорее всего принцесса или супруга фараона и родственница Тутанхамона. Такую версию выдвинул археолог Пирс Литтерхенд из Кембриджского университета, руководивший работами с британской стороны. И это очень интересно, у юноши фараона Тутанхамона не было прямых наследников, во всяком случае, насколько это известно историкам. Но при этом фараон был женат. В свое время в его гробнице обнаружили мумии 2 мертворожденных младенцев. Судя по всему, они были дочерями фараона. Находка мумии принцессы могла бы пролить свет на многие загадки. Но надежд немного. Гробница в плачевном состоянии. Конечно, она не разграблена, как часто бывало с богатыми фараонскими захоронениями, но повреждена во время наводнения еще в древности и занесена песком. Золотой мальчик. В начале этого года ученые с помощью компьютерной томографии показали миру, как хранили золотую молодежь в Древнем Египте. Примером стала мумия, которая хранилась в музее Каира более 100 лет. Результаты исследования были опубликованы 24 января этого года. На самом деле золотого мальчика обнаружили аж в 1916 году в некрополе времен династии Птолемеев на западном берегу Нила. Он был погребен в 2 саркофагах, внутреннем деревянном с позолоченным ликом и внешнем. Убранство позволило предположить, что подросток – представитель знати. Мумию с тех пор не раскрывали и не подвергали обработке. Заглянуть внутрь помогла КТ. Компьютерная томография. Исследование подтвердило, что юноша умер в возрасте 14-15 лет, хорошими зубами и без следов плохого питания. Причину смерти установить так и не удалось. В загробную жизнь он вступил с десятками амулетов различных форм и размеров. Так, например, элементом из золота заменили язык, чтобы умерший мог говорить после смерти. Также в гробнице найден амулет с 2 скрещенными пальцами. Он предположительно охраняет разрез, через который происходило бальзамирование. А в грудной полости золотой скоробей в виде сердца. Всего рентгеновские лучи помогли увидеть 49 артефактов, 30 из них, вероятно, золотые, остальные из полудрагоценных камней. Проклятие фараонов. 100 лет назад случилось величайшее археологическое открытие. Говард Картер обнаружил почти нетронутую гробницу молодого правителя Древнего Египта, что повлекло за собой череду внезапных и подозрительных смертей всех, кто хоть сколько-нибудь был связан с раскопками.
Через 1,5 месяца после вскрытия гробницы, 5 апреля 1923 года, лорд Карнарвон скончался в возрасте 56 лет. В течение следующих 10 лет ушли в мир иной еще 12 участников экспедиции или тесно общавшихся с ними людей. Некоторые высказали предположение, что древние отравили воздух усыпальницей, неведомым современной науке ядом или бациллами. Однако некоторым исследователям показалось подозрительным, что в день смерти лорда Карнарвона в Каире на время отключилось электричество, и что одновременно с ним умерла его любимая собака. Правда, та находилась в родовом замке в Англии, и в усыпальнице Тутанхамона никогда не была. Казалось бы, все можно списать на совпадение, но позже выяснилось, что на стене в гробнице Тутанхамона было написано следующее: «Смерть скоро настигнет того, кто осмелится нарушить покой мертвого правителя». В дальнейшем ученые выяснили, что лорд Карнарвон давно страдал тяжелой формой астмы. 3 жертвам проклятия на момент смерти было изрядно за 70. Еще 4 погибли насильственной смертью, либо покончили с собой. 1 умер от заражения крови после стоматологической операции, а главный нарушитель покоя фараона Говард Картер прожил после своего открытия 16 лет, а дочь лорда Карнарвона, леди Эвелин, вошедшая в усыпальницу одной из первых, 57 лет. А что по этому поводу думаете вы? Согласны ли вы с учеными или же нет? Напишите в комментариях. Косметика. Египет поистине неразгаданное место. Вот вы, к примеру, знали, что Египет – родина косметики. В качестве кремов использовали настойки из целебных растений, в качестве скрабов смесь морской соли и перемолотых зерен кофе, вместо туши краска из жженого миндаля и даже крокодильего помета. Вместо румян растертые ягоды шелковицы, вместо теней сажа, сурьма, медь, пепел и охра. Простые египтянки белили лицо глиной и мелом, а красавица Клеопатра все тем же крокодильим пометом. Кстати, парики тоже, скорее всего, изобрели в Древнем Египте. Но куда интересные дела обстоят с тем, на что они надевались, то бишь с головами. У одной из мумий обнаружили пересаженный череп. Первые описания мозга найдены на папирусах. Есть также доказательства пересадки конечностей и внутренних органов, пластики на лице, шунтирования сердца и даже смены пола. В общем, современная медицина лишь приближается к уровню 1900 года до нашей эры. Тайная комната. Несколько лет назад в пирамиде Хеопса была обнаружена область пустоты длиной в 30 метров. По мнению ученых, она может скрывать трон, сделанный из метеоритного железа. Такую теорию выдвинул итальянский астрофизик Джулио Магли. По словам ученого, найденные пустоты вряд ли были ошибкой, допущенной при строительстве, или несли какую-либо архитектурную функцию, вроде снижения нагрузки на главный коридор пирамиды. Для их существования должна быть веская причина. И эта причина должна быть глубоко связана с египетской погребальной религией, в которой говорится, что после смерти фараон должен сесть на трон из железа, после чего пройти через небесные врата и вознестись к звездам на север. Ученые отмечают, что в пирамиде есть 4 воздуховода, по которым дух усопшего правителя мог бы выбраться наружу. При этом проход, ведущий на север, заканчивается запечатанной дверью. Именно за ней, по словам Магли, находятся найденные пустоты, которые, скорее всего, представляют собой камеру с троном. Магли напоминает, что в пирамиде ранее удалось обнаружить трон матери Хеопса Хетепхерес. У него была низкая основа из кедра, покрытая золотом и фаянсом. Древний гигант. Несмотря на то, что тело древнеегипетского фараона Санахта составляло чуть более 190 сантиметров в длину, древние египтяне считали его самым настоящим гигантом. И пусть сегодня люди с ростом выше среднего не редкость, найденная в 1901 году мумия все равно заинтересовала ученых. Этот фараон, в отличие от прочих, мало известен. Его правление датируется 3-й династией, да и по совету он был ориентировочно 3-м или 4-м правителем той эпохи. Нужно понимать, что в те времена средний рост взрослого египтянина составлял 170 сантиметров. Неудивительно, что Санахта считался настоящим гигантом, даже среди правителей, обогнав по росту Рамзеса II. Сегодня ученые предполагают, что Санахта страдал гигантизмом. Его мозг буквально вырабатывал слишком много гормона роста. Кроме того, фараоны питались гораздо лучше обычных египтян, что может быть одной из причин, почему их рост был выше среднего. Эта находка дала много пищи и материала для исследователей, в том числе и области современной медицины. Все дороги ведут к пирамидам. Если подумать, то секретные входы в пирамиды – логичное решение. Точнее, во времена Древнего Египта правильно их назвать запасными входами или выходами, так как через парадную дверь входили преимущественно фараоны и другие уполномоченные лица. Весь Египет буквально пронизан ходами в храмы и пирамиды. Но в чем истинное предназначение этих туннелей, кроме практичности? Ученые не знают точного ответа на этот вопрос, но таких ходов находят все больше, и начинаться они могут где угодно, вплоть до подвалов современных жилых домов. Рождество в Древнем Египте.
О своей странной находке итальянские исследователи не говорили более 10 лет. Это был крайне необычный наскальный рисунок, изображающий празднование Рождества, и в этом бы не было ничего необычного, если бы не тот факт, что до зарождения христианской религии оставалось приблизительно 3000 лет, но наличие человеческих фигур в пещере, изображающих празднование Рождества, трудно не признать. Эта находка поднимает огромное количество вопросов, в том числе и настоящую дату рождения Христа. Впрочем, ученые не исключают и тот факт, что изображение может символизировать рождение ребенка или беременность с точки зрения искусства в Древнем Египте. Но в комментариях расскажите, какое из этих открытий вам показалось самым необычным. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.